Привет, друзья, с вами я, повар Холостяк, и у меня на кухне вы найдете самые простые, самые быстрые, ну и, конечно же, самые вкусные рецепты. Готовим мы, как обычно, на кухне чип-трип на флаконе, и сегодня у меня в гостях в четверг, 4 числа, в 12:15 часа, телеведущая телеканала 360 Гузель Камаева. Привет, Гузель. Привет, Жень. Спасибо тебе огромное, что ты пришла. Я тебя очень долго ждал. Скажи и расскажи, что мы сегодня будем готовить, чему будешь меня учить. Ну, во-первых, тебе большое спасибо, что ты меня пригласил. Сегодня мы с тобой будем готовить национальное татарское блюдо перемичи, они же беляши. Собственно, те самые практически, которыми ты меня хлестала. Рассказывай, что нужно делать, чем я буду тебе помогать. Так, ну, для начала нам нужно, конечно, будет сделать тесто 200-250 грамм. То есть вот так вот. Это на порцию там от 13 до 15 беляшей. То есть мы сегодня голодными не останемся. Молоко особо не нужно сильно подогревать, оно должно быть теплое. Горячим быть не должно. Хорошо. Каждая хозяйка беляши делает по-разному. Кто-то там дрожжевые, кто-то бездрожжевые, но мы будем делать на дрожжах, и дрожжи должны быть обязательно мокрые. Угу. Ну, в моем случае. То есть вот кубик дрожжей, да, то есть 1/4 от этих дрожжей пойдет на наши беляши. Кто тебя научил готовить перемичи? Ну, конечно же, мама. Мука обязательно должна быть просеяна, это очень важно. Сколько нам нужно муки? Здесь у меня есть мерная рисочка. 250. Нам нужно 250, но вот как раз это чуть больше, может быть, 2 стакана. И мы просеиваем все Да, это дело. да, просеиваем горочку. Просеиваем горочку. Вот всю жизнь вот так вот просеивали. Видишь, в холостых руках все очень даже легко и получается. Легко и просто. Да. Так, ну а тем временем наше молоко уже начинает нагреваться. Так, заливаем теплым молоком дрожжи. Ставим в теплое место, вот, чтобы дрожжи начали подниматься. Хорошо. Есть ли какой-то секрет, как вы делаете или заставляете вашего зрителя вам доверять? Ну, во-первых, когда в принципе я начинала работать ведущей, и у меня была одна такая очень преподавательница, она мне в свое время сказала такую фразу, что да, техника не к черту, да, нужно работать, да, нужно заниматься, но ты обладаешь таким уникальным обаянием, за которое надо хвататься. И чтобы зритель тебе доверял, наверное, это глаза. Ваши глаза действительно заставляют, обязывают вам доверять. Ой, красота уже какая. Щепотка соли. Да, ну это примерно 1 чайная ложка без горки только. Прям сняли с языка. Да, без горочки, да. Я сейчас уже представляю, что вы начнете с этим делать. А давай микроволновку подождем, кстати. Так я еще никогда не делала. Подожди, это... Ну, можно попробовать, конечно. Но мы молоко подогреем, если что, они просто... Что они сделают? Они вылезут из стаканчика? Давай подогреем, чего мы стесняемся? Ну давай. Короче, просеяли муку, разбили туда яйцо. И ждем, пока поднимутся дрожжи. Но нам нужно подождать, пока дрожжи поднимутся, это очень важно. Иначе у нас тесто не будет сдобным. А мы можем еще горяченького Нет. сюда? Нет? Нет. Почему? Потому что нужно, чтобы они естественным путем поднимались в теплом молоке. Горячее нельзя. И у нас помимо беляшей, в принципе, очень много сдобных блюд. И чпычмак есть тоже. Как? Эчпычмак. Эчпэчмак. О, как хорошо у тебя получается. Все делается на глаз. Да, Вот, всё, я понял, что... Это вот, наверное, и является секретом каждой хозяйки, когда вот ты знаешь уже, а не определяешь Согласен. какое-то время. Да. Согласен. Расскажи, Гузель, а есть ли какая-то методика, которая помогает тебе готовиться к прямому эфиру? Раньше это были скороговорки.
То есть в четверг 4 числа в 4 часа лигурийский регулировщик регулировал Лигурию, на 33 корабля лавировали, да так и не было, вырвали, потом протоколом запротоколировал, контролер и так далее. То есть это помогает настроиться. Боже мой, что я сейчас услышал? Это превосходно. Подготовиться к эфиру. Потом со временем у тебя уже, наверное, все стало на свои места. Да, и все стало работать профессионально. Да, ну и тем не менее, все равно там, если это утренний эфир, всегда нужно поспеться. Подними глаза в рождественское небо, загадай все, о чем мечтаешь ты. В жизни до тебя я так счастлив не был, ну и так далее. Вот, именно это я и хотел услышать. Поэтому, это волшебство. Действительно, оно вот работает, расслабляет прям. Все, и ты распелся, и физически, и духовно, и ментально подготовился, и настроился. Какая крутая песня. Я люблю тебя до слез. О мой, Каждый раз беляш моей души. Если ты подойдешь к девушке и скажешь так, как О беляш моей души. ты покоришь ее сердце однозначно. Например, мое сердце уже почти покорил. Как завоевать холостяка? Расскажи мне, Жень. Мы должны быть сыты. Мужчину делает его женщина. Кормите меня, Гузель, кормите. Вот они холостяки какие. Я уверена, что не только мне он эти слова говорил, но и другой, наверное, женщине. Вот именно с тобой сегодня у нас особенное тесто. Нет, вот именно с тобой у нас сегодня особенный фарш. Посмотрим, как вы будете есть мои беляши, Евгений. Я буду, облизываясь по локти их есть, я вам покажу, что это возможно. Конечно, татарская жена покорна и скромна, но до поры до времени. Мы начинаем потихонечку месить тесто, добавляем дрожжи. Вот если рука ваша чувствует уже, что вот уже превращается, да, вот в тесто, то, ну, в принципе, этого достаточно. Я чувствую сейчас свою беспомощность. Почему? Ну, потому что я не могу вместе с вами месить это тесто. Вы хотели бы вместе со мной месить это тесто? Нет, с вами очень бы хотел. Вы хотите тоже попробовать? Ну, попробуйте. Нет, я не могу себе это позволить. Почему? Ну, пару раз. Вот это все, да? Достаточно, да? Ну, а пока будет подниматься тесто, мы нарубим мясо. Секрет мужской силы, он, естественно, в мясе. А вот секрет вашей прекрасной фигуры. Ставишь себе какую-то там определенную задачу. Ну, вот я хочу выглядеть так. Подхожу к зеркалу. Я самая обаятельная и привлекательная. Неважно при этом, что у тебя в руках, беляш или шоколад. И пришла к своему мужчине, и порадовался, и обняла его, и поцеловала, и сказала, какой же он хороший, милый, самый лучший, самый замечательный. И вроде он пошел и шубу тебе купил. Да. Сходим сегодня поужинать? Какие-то провокационные вопросы, Евгений. Вы знали, куда шли, Гузель? Я даже не знаю, что сказать. Что вы говорили? Лук. Лук, точно, сделаем лук. И захотелось сразу песню спеть. Ты знаешь, все в твоих руках. Все в твоих руках и холостяк. Прекрасно. Спелись. Еще как. Будете по острию. По острию холостяк ходит. Все полезно, что в рот холостяку полезло. Давайте мне тоже. Обделяете меня, Гузель? Достаточно. Просто попробовать на язык. Не обязательно есть сырое мясо. Наше тесто уже подошло. И вот оно поднялось в 2 раза, видишь? Да. Такой вот у нас. Прекрасный пухлый пирожок. Вот теперь начинаем лепить. Что хочу сказать. Лепка — это такая история, которая вот меня в свое время бабушка там с мамой научили еще там в 5, чуть ли не в 4 года. Мы уже лепили во всю катушку. About all these things that's bothering me lately. Why is this pressure all on me? Why this negativity? If something's wrong, blame it on me. Keyoncé. Shut up, no one said to open your mouth. Shut up, if you do not like me, how about? Shut up, why waste your energy on me? Shut up, is it cause you wanna be me?
about me, causing insecurities because of someone's jealousy, losing all my privacy, wanting much more normalcy, learning to appreciate. Масло нужно налить в сковороду столько, чтобы беляш утопал наполовину. Превосходно. Да. Закрываем крышкой. Так, ну что? Ух. О, божечки. Пойди по два прям сразу, да. Ага. Давай, позже. Это где-то для вас. Так. Это для нас. Беляши едятся на самом деле кто с кетчупом, кто с майонезом. Но я люблю больше со сметаной. Ну, то есть мы не сверху это все, да, сметаной заливаем, а вот Да, как да, соус, да. как соус. Да. Хочу отметить, что он очень нежный, воздушный. Да. Пока Не зря горячий. же мы так долго ждали. Он готов. Да. Он готов. Не зря же мы так долго ждали, пока поднимутся дрожжи и само тесто, для того, чтобы оно получилось именно таким изгодным. Так, попробуем, что у нас сегодня вышло. Итак, Давай. ну что? Ну давай из моих рук. У меня нет мяса. И как? Божественно. И сегодня достаточно. Всего достаточно. Друзья, не бойтесь экспериментировать. Готовьте национальные блюда с кухни холостяка. А сегодня была волшебная телеведущая телеканала 360 Гузель Камаева. Пока. Спасибо вам большое. Пока.